in Scripture where major events are used by some of the speakers or writers. В прошлом часу я дал вам пример того, как вот эти различные основные события Библии используются разными авторами и писателями. The point I was making is that these events that we are going to look at are the major events that are emphasized by people in the New Testament. И вот какой акцент я делал, что вот эти события, на которые мы рассмотрим, это те события, которые подчеркивались людьми в Новом Завете. So I was giving you examples of New Testament speakers or writers that deal with the Old Testament. И я приводил вам примеры новозаветных авторов или проповедников, которые обращались к Ветхому Завету. And you'll notice that in some cases they will emphasize the same major events that we're going to talk about. И вы обратили внимание, что во многих случаях они обращают внимание на те же события, на которых мы будем говорить. So these events are not events that I have come up with or man's opinion. They seem to be repeated in the Bible themselves. И эти события это не такие события, что я сам просто их предложил, вот, или это не человеческое какое-то рассуждение, это то, о чем нам прямо говорится в Библии. Let's take a look at Acts chapter 17. This is the Apostle Paul. Давайте посмотрим на Деяния 13 главу, и это апостол Павел здесь. And let's begin reading in 14 to 16. И давайте прочитаем стихи с 14 по 16. Vitaly, I think we left off. С 14 по 16. Из Перги они пошли дальше в Писидийскую Антиохию. В субботу они пришли в синагогу и сели. После чтения из закона и пророков начальники синагоги передали им: «Братья, если у вас есть что-либо сказать в назидание людям, то говорите». Павел встал и, сделал жест рукой, сказал: «Израильтяне и боящиеся Бога, выслушайте меня». Okay, that gives us a setting of the passage. То есть это дает нам вот такой фон и для всего этого отрывка. Paul is on a missionary journey. Контекст для отрывка. Павел в миссионерском путешествии находится. And he's in a city by the name of Pisidia, Antioch. И он в городе, называемом Антиохия Писидийская. He's in the synagogue, Он в синагоге, so he's talking to Jewish people. и он обращается сейчас к евреям. In fact, they give him an opportunity to speak. И они дают ему возможность, кстати, проповедовать, говорить. And because he's dealing with Jewish people, he's going to give them a sermon that they would be familiar with. И поскольку он обращается к евреям, то он им дает проповедь, которая будет для них в чем-то новым, чем-то понятно и знакомо. He's going to go over a lot of these Old Testament events that they would know. И он проходит через ряд вот этих ветхозаветных событий, о которых они прекрасно осведомлены. And in verse 17, notice where he begins. В стихе 17, обратите внимание, с чего он начинает. 13:17. Деяния 13:17. Бог всіх Ізраїлевих людей вибрав собі отців наших і підвищив народ, який перебував у єгипетському краї, і рукою потужно вивів із нього. There are two major events that he speaks of in verse 17. Есть два основных события, о которых говорится в стихе 17. Or a cluster of events, or a whole area that he's dealing with. И какой это блок событий? What's the first one? Сфера событий. Какие здесь события перечислены? Exodus. No, that's the second one. Это второе. Какой первый? First one. Наших отцов это Авраама. Abraham. He's speaking of the fathers. Да, он говорит об отцах, да. The fathers. Бог народа сего избрал отцов наших. Отцы. Now, it may include, as Vitaly says, Abraham, but in fact, it most certainly would include Abraham, but may Isaac and Jacob. И это может включать Авраама, скорее всего, точно это включается Авраам, но также Исаак, Иаков. And Katya notices Egypt and the Exodus. И Катя обратила внимание на описание Египта и Исхода.
So he's going to move through Old Testament history. И вот автор двигается через ветхозаветную историю. Galia, you want to read 18? І літ 40 він їх годував у пустині. Okay, what major event or series of events? Какое главное событие или серия событий? Ходив у пустелі, напевно, законно 17 років почали. Desert and Sinai. Yeah, wilderness. Пустыня. Yeah, very good, very good. But notice again, he's going in sequence, Old Testament major events. И обратите внимание, он снова дает последовательность ветхозаветных событий. So if you know these major events of Old Testament, you have an overview of the whole Old Testament. И если вы знаете основные события Ветхого Завета, то у вас есть таким образом, обзор, план Ветхого Завета. Katya, read verse 19. 19 стих. Катя, прочитай, пожалуйста. И истребив 7 народов земли хананской, разделил и наследие землю их, земля обетованная. What major event? Promised land, conquering. Conquest. Very good. Завоевание. Да. Very good. Conquest. Завоевание. So he's dealing with Abraham and the church То есть fathers, он опять обращается к Аврааму и or Jewish fathers. да, и отцам еврейским. He's dealing with the Egypt and the Exodus. Он указывает на Египет и на исход. He mentions the wilderness and the Упоминает conquest. пустыню и завоевание обетованной земли. And let's look at verse 20. И давайте посмотрим на 20 стих. Sergey. И после этого около 450 лет давал им судей до пророка Самуила. Okay, another period of time. Еще один период времени. Судьи. Judges. The period of the judges. Период судей. And what do we have in 22 or 21 and 22? Что у нас есть Маша. далее в 21-22 стихах? Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло лет 40. Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя, нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иисеева, который исполнит все хотения мои. Okay, what is that period, or what is that major emphasis? Что это за период? Какой здесь основной акцент? Цари. Kings. Kingdom, yeah, kings or the kingdom. Very good, very good. Now let's skip down 23, and we won't read the whole passage. Пропустим немножко с 23 стиха. Let's just read 23. Давайте прочитаем 23. Italian. Из потомков Давида Бог, согласно своему обещанию, призвал Спасителя Израилю Иисуса. Okay, what does that lead to? К чему это нас ведет? To Messiah. Messiah. Very good, Messiah. What Paul is doing is giving us major Old Testament events leading up to Messiah. Что делает Павел? Он приводит нам ключевые ветхозаветные события, ведущие к Мессии. And what he's going to do is draw the implications of the significance and importance of Messiah. И что он делает? Он выводит из этого заключения о значении и важности Мессии. And at Antioch, what he's going to do is present the gospel, И что он далее делает в Антиохии? Он представляет им Евангелие. because Jesus is a fulfillment of what is promised to David. Потому что Иисус является исполнением того, что было обещано Давиду. And the Old Testament lays a foundation for the coming of Messiah. И Ветхий Завет закладывает основания для прихода Мессии. Okay? So here's a third example И of вот это третий пример. an emphasis on these major events. Третий пример того, какой акцент делается на этих главных событиях. Now, I mentioned that the Old Testament does the same thing. И я уже упомянул, что в Ветхом Завете происходит то же самое. We won't look at it, but you might write down Nehemiah chapter 9. Вы можете туда не заглядывать, просто Nehemiah chapter 9, yes?
Запишите, Неемия 9 глава. Yeah, just put it in your notes. Просто запишите себе в заметки, не открывайте. And you might notice that Nehemiah, remember this is late in Israel's history in the Old И Testament. вы можете обратить внимание, что Неемия, который жил уже в позднем периоде Ветхого Завета, Nehemiah is reminding the Jewish people of their history, their background. Неемия напоминает израильскому народу об их истории, их корнях. He goes all the way to the creation. И он начинает с самого сотворения. He talks about Abraham and the Exodus. И он говорит об Аврааме, и далее говорит об исходе. Talks about Sinai and the wilderness. Говорит о Синайской пустыне, о Синае и о пустыне. Talks about the conquest, the judges. Говорит о завоевании и о судьях. And he talks about the destruction of the kingdom and the exile. И он говорит также о разрушении царства и об изгнании в Вавилон. So not only the New Testament, but we see a similar pattern in the Old Testament. И поэтому не только в Новом Завете, но и в Ветхом Завете мы видим такой же образец, такую же закономерность. So that's the basis for what we will do. We will select some of those same events. И это основание для того, что мы делаем. Это мы выберем вот эти же самые события для нашего And just like Jesus, just like Stephen, just like Paul, как Иисус, как Стефан, как апостол Павел. we will draw theological implications from those Old Testament events. Как подобно им мы будем выводить богословские заключения из ветхозаветных событий. So we see a pattern in the Old Testament that we will follow that same pattern. И мы видим таким образом закономерность в Новом Завете, и мы будем следовать этому образцу. Now we will do this in order that we may understand a biblical worldview. И мы будем это делать для того, чтобы понять библейское мировоззрение. So let's talk a little bit about what worldviews are all about. И давайте поговорим немного сейчас о том, что такое вообще мировоззрение. So let's take a quick look at worldviews. Давайте сделаем такой краткий обзор вообще Let me give you мировоззрения. a description of a worldview. И давайте я сразу дам вам определение, описание того, что такое мировоззрение. A good description is given by a theologian by the name of Nash. Хорошее определение дано богословом по фамилии Нэш. He describes a worldview in this way. Go ahead and read the quote. Он описал мировоззрение таким образом. Мировоззрение – это система концепций, посредством которой мы осознанно или неосознанно расставляем по порядку или приводим все в соответствие. Now, to simplify what he says, Посредством которой мы верим и через которую мы толкуем и оцениваем реальность. to simplify what he says is basically a worldview is how we view the world around us. И, проще говоря, вот то, что он написал, можно сформулировать как мировоззрение – это то, как мы видим мир вокруг нас. Now, we, without thinking about it, all have kind of a system by which we evaluate all things. И у каждого из нас есть определенная система, согласно которой мы оцениваем все вещи, даже если мы о существовании такой системы и не раздумываем. In fact, most of the time when we're making these evaluations, we're not even thinking about consciously doing what we're doing. И вообще говоря, чаще всего, когда мы такие заключения или оценки даем происходящему вокруг нас, мы даже не осознаем, что мы делаем в данный момент. Everybody has a worldview. У каждого есть мировоззрение. Very few, however, realize that they have a worldview. Но очень немногие на самом деле осознают, что у них есть мировоззрение. Because we take the worldview that we grow up with and don't even think about it. И потому что мы принимаем обычно то мировоззрение, с которым мы выросли, и даже не раздумываем о нем. So our parents, the culture in which we live in, shapes the way we see everything else. И потому наши родители или культура, в которой мы живем, оно формирует то, как мы видим все вещи в мире. Our education shapes our worldview. Наше образование также
формирует наше мировоззрение. So a biblical worldview doesn't come naturally. И потому библейское мировоззрение, оно не приходит естественным образом, In fact, само по себе. to have a biblical worldview, we have to reverse a lot of the thinking that we were raised with. На самом деле, для того, чтобы иметь библейское мировоззрение, нам нужно изменить многие концепции, с которыми мы выросли. So a worldview is like looking at the world with a set of glasses. И наше мировоззрение это вот подобно солнечным очкам, через которые мы видим мир. We don't think about having the glasses on, Мы не задумываемся о том, что у нас очки на глазах. but if we have dark glasses like these, Но если у нас темные очки, как эти, we see everything a little dark. то мы видим все немножко затемненно. What I'm going to try to demonstrate is the secular, unbelieving worldview. И когда я пытаюсь показать вам вот, светское мировоззрение, свойственное неверующим людям, When we view the world, we're looking at the world slightly distorted. то глядя на мир глазами светского человека, мы видим, что этот мир несколько искаженный. This is the worldview that we grow up with and we are trained in our education. Это мировоззрение, с которым мы выросли и с которым воспитаны благодаря системе образования. Now, when we become a Christian and know Jesus Christ, Но когда мы становимся христианами и познаем Иисуса, the worldview doesn't just fall away. то это мировоззрение не спадает с нас само по себе, оно не уходит само по себе. In fact, many Christians still retain a secular or unbelieving worldview. И на самом деле многие христиане продолжают придерживаться светского мирского мировоззрения. In Ephesians chapter 4, we are encouraged to renew the thinking of our minds. Ephesians 4, about 23. Renew the thinking of our minds. В Ефесянам 4 главе 23 стихе нам сказано, чтобы мы обновлялись духом ума вашего. We renew our thinking by abandoning the secular worldview. Мы обновляем наше мышление, отвергая через отвержение светского мировоззрения. And now we begin to look at everything through a clearer lens of Scripture. И теперь мы начинаем все видеть через ясные, чистые линзы Писания. So the two ways of seeing reality are very different. И эти два способа, эти два взгляда разных на реальность, они очень отличаются. And I believe the secular worldview is a distorted view of reality of all things. Я верю, что светский взгляд на мир – это искаженный взгляд на все, что есть в мире. And this includes all of those areas: science, history, philosophy. И это включает все перечисленные ранее сферы – наука, история, философия, Government, economics, правительство, экономика. all these areas, unless we renew our thinking, we will be thinking like the rest of the world. И во всех этих сферах, до тех пор, пока мы не обновим наше мышление и понимание, мы будем мыслить как весь оставшийся мир. In this course, what we want to do is view all things. We want to develop a biblical worldview. И в этом курсе, вот что мы будем делать, мы будем вырабатывать библейское мировоззрение. And it takes time to be able to filter things through Scripture. И это требует определенного времени, чтобы отфильтровать все вот эти вещи через фильтр Писания. So, in summary, again, a worldview is the way that you view the world around you. И, скажем так, суммируя, что такое мировоззрение, можно сказать, что это то, как мы видим мир вокруг себя. And what I'm going to do is contrast two very different worldviews. И что я хочу сделать? Я хочу противопоставить два очень разных мировоззрения. Now, your worldview is very important И ваше мировоззрение очень важно, because how you view the world is how you're going to live out your life. потому что ваше мировоззрение определяет то, как вы в итоге будете жить свою жизнь.
Your worldview will determine how you live. Ваше мировоззрение определит вашу жизнь, вашу практическую жизнь, поступки. If there's no God in your worldview, that means that basically you can do whatever you want. И если в вашем мировоззрении нету Бога, то по сути это значит, что вы можете делать все, что хотите. And the majority of the culture doesn't have God in their worldview. И большинство людей в нашей культуре, в их мировоззрении Бог отсутствует. So worldviews are extremely important. И потому мировоззрение, оно критически важно. Now, this is a chart that basically outlines, is maybe oversimplified, И вот следующая таблица, она может быть несколько упрощенная, но она дает такой краткий очень обзор. I'm going to lump all worldviews into one category. Я соберу, по сути, все мировоззрения в одну категорию. All worldviews we could call the unbelieving worldview. Все мировоззрения миром, практически все мы можем собрать в одно определение, это мировоззрение неверующего человека. So we can simplify this whole idea of worldviews into two basic worldviews. То есть, таким образом, мы можем упростить всю эту идею мировоззрения и разделить их на два основных мировоззрения. There's the biblical worldview and there's the unbelieving worldview. Есть библейское мировоззрение, есть мировоззрение неверующего человека. And each of these unbelieving worldviews we can divide into parts. И все вот эти мировоззрения неверующих людей мы можем разделить на части. There are two basic unbelieving worldviews. Есть два ключевых подвида мировоззрения неверующего человека. One of them we could classify as atheistic. Одно из них мы можем классифицировать как атеистическое мировоззрение. The most popular worldview of the culture in which we live in. Это наиболее популярное мировоззрение в культуре, в которой мы живем. That is atheistic Это атеистическое мировоззрение, is called secular humanism. иначе называемое светский гуманизм. In other words, man at the center, man's thinking at the center of how you view all things. Иными словами, человек и его мышление находятся в центре всех вещей. Вот это суть светского гуманизма. I call it atheistic because it leaves God totally out. Я называю его атеистическим, потому что оно Бога совершенно выводит из картины мира. But there's also an unbelieving or unbiblical worldview that is on the other end of the spectrum. Но есть также мировоззрение неверующего человека, не библейское, которое на другой стороне этого спектра. Instead of atheistic, it tends to have a spiritual aspect to it. То есть вместо вот такого атеистического аспекта в нем присутствует духовный аспект. So it has spiritual aspects related to that worldview, but it's unbelieving. В этом мировоззрении присутствуют духовные стороны, духовные аспекты, но все равно это мышление, мировоззрение неверующего человека. It's spiritual, but it's not biblical. Оно духовное с виду, но не библейское. So we'll take a look at that as well. И мы посмотрим на это также. Now, in the atheistic secular humanism worldview, И вот в атеистическом мировоззрении, светском гуманизме, an example that you all would be familiar with would be Marxism, because есть разные виды. Один из них это вот пример, с которым многие из вас, наверное, знакомы, это марксизм. the Russian government imposed Marxism on the Ukraine. Ну, он знаком, потому что русское правительство принесло марксизм в Украину. And the Russian Marxism attempts to eliminate God from the culture. И русский марксизм попытался полностью удалить Бога из культуры. So it's a specific form of an unbelieving worldview. То есть вот это особенная форма мировоззрения неверующего человека. Today, there's what's popular known as postmodernism. В наше время популярно мировоззрение постмодернистское.
It also is unbelieving. It leaves God out. Это также мировоззрение неверующего человека, который выводит Бога уводит Бога в сторону. And it is also atheistic. И оно также атеистическое. Can you give me, there's two major examples of the spiritual worldview that is unbelieving. И вы могли бы мне привести мне два основных примера духовного мировоззрения среди неверующих людей? Can you give me an example? There's two major ones that I have. Есть ли у вас примеры? Религии. Religious worldview, Yeah, it's religious, but more specific. но более конкретно. Ортодоксально. Ортодокс. Правоверные. Ну, версия. Ну, может, там либеральный. Liberal, что литература? Что такое? Может быть, сказать, литература, музыка. So, Искусство, да, искусство. the worldview concentrated on art and Yeah, it's broader than that though. но более широко. How about New Age? Как насчет мировоззрения нового века? This is unbiblical, Не библейское, has a spiritual aspect, or is spiritual. духовный аспект. По сути, это мировоззрение духовное. New Age is actually pantheistic, pantheism, И мировоззрение нового века, по сути, это оно пантеистичное. which is unbiblical. И поэтому не библейское. So it's not supported by the Bible, so I put it as an unbelieving because it doesn't believe the Bible. И оно не поддерживается Библией, поэтому я его поместил как мировоззрение неверующего человека. What about another worldview that is often in the news today? Что по поводу другого мировоззрения, которое часто попадается в новостях? That is the fastest growing movement in the world today? Мусульманское worldview. Islam. Very good. Наиболее быстрорастущее мировоззрение и движение в нашем мире. This is also a spiritual worldview, Это также духовное мировоззрение ислама. and it's unbiblical. И оно не библейское. In fact, I think Islam is actually demonic. И я вообще-то даже думаю, что ислам это демоническое изобретение. But in itself, it is a worldview all of its own. Но сам по себе ислам является мировоззрением. So this simplifies, I think, all of the worldviews that we encounter in the culture we live in. И я думаю, что таким образом мы можем упрощенно изобразить все мировоззрения, которые встречаются в современной нам культуре. There are other specific examples, but all of them Другие практические примеры, basically are unbelieving. но все они в основном свойственны неверующим людям. Some of them are atheistic, and some of them have spiritual aspects. Некоторые из них атеистические, некоторые из них имеют духовные аспекты. And these are 4 examples of specific worldviews. 4 примера конкретных мировоззрений. Does that simplify worldviews to you? Упрощает ли это для вас картину мировоззрения? More or less. Более-менее. Okay. So that's a description of worldviews, И вот это описание мировоззрений. and they are very, very important, as I've already stressed. И, как я уже подчеркивал, они очень-очень важны. And the main reason they're important is because everyone has a worldview. И основная причина, по которой они важны, это в том, что у каждого есть мировоззрение. Most people are unaware of how they are viewing all of reality. Большинство людей не задумываются даже о том, как они смотрят на мир. But if they are not viewing things with a biblical worldview, then they will have a distorted worldview. Но если они смотрят на мир с небиблейской точки зрения, то их взгляд на мир искажен. So they'll see everything in a darker way. И они видят все в более темном свете. So that's one reason why they're important. И это одна из причин, по которой эта тема важна. Most important reason is because people live out their worldviews. What they believe, they will live out. Но наиболее важная причина в том, что люди
в практической жизни воплощают свое мировоззрение. One's worldview will determine how they respond to the world. Взгляд человека на мир определяет то, как человек будет реагировать на происходящее в мире. So our worldview influences the decisions that we make and the things that we actually do. Потому наше мировоззрение определяет решения, которые мы принимаем, и действия, которые мы предпринимаем. And all decisions, all actions have consequences. И у всех действий, и у всех решений есть последствия. So all unbelieving worldviews produce actions that have consequences. И потому у всех таких светских мировоззрений верующих людей есть как продукт на выходе определенные решения и действия. So all of you have a worldview. Итак, у всех из вас есть мировоззрение. You may have not thought about it, Вы, может быть, об этом не задумываетесь. and this course, I hope, brings to your awareness the difference between a unbelieving worldview and a biblical worldview. И я думаю, что этот курс даст вам осведомленность, понимание разницы между светским и библейским мировоззрением. And I hope this course encourages you to renew the thinking of your mind. И я надеюсь, что этот курс поможет вам обновить мышление ваше, обновить ваш разум. And for the rest of your life, begin to develop a biblical worldview. И что до конца вашей жизни вы будете развивать в себе библейское мировоззрение. Worldviews are also important because it'll help you to understand other people. Мировоззрения также важны, поскольку они помогают вам понимать других людей. It'll help you to understand the unbeliever because he is coming from an unbelieving worldview. Мировоззрение также поможет вам понимать неверующих, поскольку неверующий человек, он по умолчанию придерживается именно такого светского мировоззрения. Your unbelieving friends, your unbelieving relatives Ваши неверующие друзья и родственники, may have a religious or a spiritual worldview, у них может быть религиозное или духовное мировоззрение, but it may not be biblical. но оно может быть при этом не библейским. A lot of people are raised in the Russian Orthodox Church here in Ukraine. Многие люди здесь, в Украине, выросли в русской православной церкви. It's a spiritual environment. It encourages spirituality. Это духовное окружение, которое ободряет всякого рода духовность, But it is not necessarily biblical. но он совсем не обязательно при этом является библейским мировоззрением. And most people don't have any spiritual interest at all. А большинство людей, они вообще не имеют никакого духовного интереса. Most likely, their worldview is secular humanism. И, скорее всего, их мировоззрение будет ближе к светскому гуманизму. So it's important because it will help you to understand the unbelievers around you. И поэтому важно изучать этот вопрос, поскольку он поможет вам лучше понимать неверующих вокруг вас. And those unbelievers, part of the reason they reject Christianity is because they have a different view of the world. И частично причина того, что неверующие отвергают христианство и Евангелие, в том, что у них другой взгляд на мир, другой взгляд на вещи. So it's not necessarily just individual things that people reject about Christianity. Individual. Ideas, things. Да, то есть поэтому, скорее всего, люди, то есть совсем не обязательно люди отвергают в христианстве просто какие-то отдельные идеи или отдельные положения. But more than likely, it's because they're viewing things very differently than you and I would view things. Скорее всего, они отвергают христианство не из-за отдельных идей, а из-за того, что они в целом смотрят на мир совершенно иначе. Another reason it's important is because the Bible encourages us to understand Scripture and to develop a biblical worldview. И еще одна причина, по которой эта тема важна, это в том, что Писание побуждает нас к тому, чтобы мы лучше углублялись в Писание, понимали его и вырабатывали библейское мировоззрение. I gave you a broad idea of worldviews, a description,
broad description. Я дал вам общее, широкое описание мировоззрения. Let me give you more detail, and let's talk about the major elements of all worldviews. И разрешите мне дать вам некоторые детали и объяснить основные составляющие мировоззрения. So you can view a worldview from major categories. И поэтому вы можете мировоззрение разложить на основные составляющие. So let's look at the elements of all worldviews. Давайте посмотрим на вот эти основные элементы всякого мировоззрения. So we'll look at the elements of a worldview. Number one, И давайте посмотрим на первый элемент мировоззрения. everyone has a concept or an idea of God. That's a major category. Вот одна из этих основных категорий – это Бог. У каждого есть какая-то концепция или идея Бога. In other words, everybody has a theology. Иными словами, у каждого человека есть какое-то богословие. What's the theology or what is the view of God of the atheist? А какое богословие или какой взгляд на Бога у атеистов? He has a theology, he has a concept of God. У атеиста есть богословие, у атеиста есть определенная концепция, представление о Боге. What is his view? Но какой у него взгляд? Ложное. А? Неправильно, ложное. Не ошибаюсь. In his view, there is no God, or God is dead, or Yes, his very good. views are mostly, let's say, fallacy. Yeah. He leaves God out, or no, God doesn't exist, but that's a view of God. Ну, то есть он устраняет Бога из картины мира, и это такой у него взгляд на Бога. That's a theological concept. Это богословская концепция. It's a false concept, but secular humanism holds this concept. Это ложная концепция, но светский гуманизм придерживается именно этой концепции. The majority of the culture we live in leaves God out. Большинство людей в той культуре, где мы живем, они устраняют Бога из своей картины мира. But that is a particular theology. Но это при этом определенный род богословия. Secondly, every worldview has a concept of what is real, what is not real, ultimate reality. И второй момент, в каждом мировоззрении есть представление о том, что является конечной реальностью, такой, какой она есть. We could say that every worldview has a metaphysic. Иными словами, можно сказать, что в каждом мировоззрении заложена определенная метафизика. So even the unbeliever has a theology, but the unbeliever also has a metaphysic. И как у каждого неверующего есть какое-то богословие, также у каждого неверующего есть своя метафизика. What's the metaphysical view of the secular, unbelieving mind? В чем заключаются метафизические взгляды неверующего человека, светского человека? More difficult question. Более сложный вопрос. Что это такое вообще? So most of them are ignorant about the term metaphysics. Metaphysics. Я еще не знаю. Okay. Oh, metaphysics. The idea of Идея сотворения? what is the universe like? What makes up the universe Идея о or том, all reality? на что похожа Вселенная, что является реальным во Вселенной. There are two basic options. Два основных варианта здесь. One option is that the material realm, the material universe is all that exists. Первый взгляд, что материальная Вселенная, материальная реальность – это все, что существует. In other words, that's naturalism. Это натурализм, да, то есть мир полностью материален. Secular humanism has a naturalistic metaphysics. И светский гуманизм придерживается в целом такого натуралистической метафизики. Reality is only that you can see, touch, feel. Реальность – это лишь то, что вы можете пощупать, потрогать, почувствовать. Secular humanism says there's no spiritual realm. И светский гуманизм говорит, что нету никакой духовной реальности. But the biblical worldview is different. Но библейский взгляд на мир, он другой.
Yes, there is a material, physical realm. The universe is material. Да, конечно же, есть физическая, материальная реальность, и Вселенная материальна. But is that all that there is? Но все ли это, что есть в мире? Мир. No. Нет. There also exists a spiritual realm that cannot be seen. Также существует духовная реальность, которую невозможно увидеть. An entire spiritual realm that is even more significant than the material, physical realm. И вся вот эта духовная реальность, она куда более значима, чем материальная реальность, материальная сфера. In fact, that spiritual realm existed before the physical realm И existed. на самом деле духовная реальность существовала еще до того, как появилась физическая, материальная реальность. That spiritual realm will exist into eternity. Эта духовная реальность существовала в вечности. The material realm will come to an end. И материальная реальность также она когда-то придет к своему концу, к завершению. So the biblical concept of ultimate reality, or the metaphysics of the biblical worldview, Концепция метафизики, библейская концепция конечной реальности is there's two realms that are radically different. заключается в том, что есть две реальности, которые совершенно разные. There is a physical material realm, but there's also the spiritual realm. Есть духовная реальность и есть физическая, материальная реальность. Spiritual realm, there's angels. Духовная реальность — это ангелы. So we believe in angels. We also believe that that's where God resides. И поэтому мы верим в ангелов, и также мы верим, что в духовной реальности обитает Бог. Secular humanism says the spiritual does not exist because they want to remove God from И reality. светские гуманисты говорят, что духовной реальности не существует, потому что они из своей картины мира и картины реальности хотят удалить Бога. Does that make sense? Metaphysics. То есть как-то проясняется, да, вот на тему метафизики. There's a third area that you can look at worldviews. Every worldview has a concept of knowledge. И третий аспект в любом мировоззрении есть концепция знания. We could call the whole area or study of knowledge epistemology. И мы можем любую, скажем так, вот эта сфера изучения знания называется эпистемология. So epistemology is the whole science or the whole study of how do we know and what do we know to be true. И эпистемология — это целая научная дисциплина, область исследования, исследующая то, как мы познаем мир и как мы узнаем, что является истиной. So every worldview has a view concerning knowledge. И у каждого мировоззрения есть определенный взгляд на знание, как мы его получаем. Let's contrast the unbelieving worldview with the biblical worldview. Давайте проведем различие между мировоззрением неверующего человека и библейским. Can you summarize what the secular or unbelieving view of knowledge is? Можете ли вы суммировать взгляд неверующего человека на знание? Think about it in terms of its source. Подумайте об этом вот в терминах источника этого знания. Откуда появляется знание с точки зрения неверующего человека? In the unbelieving worldview, where does knowledge come from? Откуда вот, у неверующего человека приходит к нему знание? Все, что видим, все, что можем исследовать. Everything we can see or investigate. Okay? In other words, from man himself. Да, От человека самого по себе, иными словами. Knowledge comes from man. Знание исходит от человека. And the biblical worldview, В библейском мировоззрении от Бога. from God. all knowledge comes from God. Все знание происходит от Бога. And it's God that has created the mind. И это Бог, именно Бог является автором нашего сознания. And God has created our mind in such a way that we can not only understand knowledge, И Бог сотворил наш разум таким образом, что мы можем не только понимать знания, but we can evaluate knowledge and deal with it.
Но мы можем также оценивать его и совершать различные операции. So we believe in an epistemology that involves revelation. И потому мы, как христиане, верим в эпистемологию, включающую откровение. Another area is the whole area of ethics. In other words, how you live. Еще одна сфера мировоззрения – это этика, и то есть то, как мы по факту живем. Every worldview has a morality. That's ethics. У каждого мировоззрения есть определенная мораль или этика. So when you evaluate a worldview, these are the things that you want to look at. И когда вы оцениваете мировоззрение, вот на эти вещи вам нужно смотреть. These are the main areas. There's some specifics that you can also see. Это основные сферы, и также есть определенные детали, которые вы можете увидеть. Number 4, what is the worldview in terms of understanding mankind? Number 5. 5? Номер 5, yeah. Номер 5, да. Каким образом то или иное мировоззрение смотрит на человека? In other words, every worldview has an anthropology or an understanding of the nature of man. Иными словами, у каждого мировоззрения есть антропология или определенный взгляд на человека. So every worldview has a theology, a metaphysic, Итак, у каждого мировоззрения есть свое богословие, своя метафизика, has an epistemology, своя эпистемология has a morality, and has an anthropology. и антропология. And there's different views. We've already talked a little bit about different view of man. И есть разные взгляды на человека, и мы уже о них говорили. And the last and the sixth is the future or our destiny. Where do things end? И последняя сфера мировоззрения – это наша участь, наше будущее положение. And again, we have a different view of how everything ends than the secular humanists. И опять же у нас совершенно иные взгляды на то, чем все закончится, в отличие от взглядов светских гуманистов. We call that an eschatology. И мы называем эту сферу эсхатологией. So even the unbeliever has an eschatology. Поэтому даже у неверующего человека есть своя эсхатология. It's not a biblical eschatology, but it is a view of how things end. Это не библейская эсхатология, но тем не менее это взгляд на то, чем все закончится. Okay, those are the basic worldviews. И вот это основные аспекты мировоззрения. Now, specifically, we've already talked about it, but let's summarize the unbelieving worldview. Но давайте сейчас суммируем конкретно мировоззрение верующего человека. Remember, I mentioned we can divide worldviews into two parts, the biblical and the unbelieving. И вы помните, да, я разделил все мировоззрения на две части: библейское и мировоззрение неверующего человека. And let's go through each of those categories. И давайте пройдем через все эти категории. And the unbelieving worldview, we've already summarized. Мировоззрение неверующего человека, мы уже его суммировали. If it's atheistic, then its view of God is atheism, no God. Если это атеистическое мировоззрение, то их взгляд на Бога такой, что Бога нету. If it's an unbelieving spiritual view, then it's a distorted view. И если это какой-то духовный такой взгляд, то Бог есть, но представление о нем извращенное, искаженное. In terms of ultimate reality, И в вопросе конечной реальности the unbelieving primarily believes in naturalism, в целом неверующие люди верят в натурализм, то есть or an overemphasis on the spiritual, like the New Age. либо делают наоборот чрезмерный акцент на духовном, как в мировоззрении нового века. New Age believes that everything is spiritual. Новые люди, представители нового века или New Age, они верят в то, что все является духовным. The unbelieving view on knowledge, Взгляд неверующего человека на знание, we already said, all knowledge comes from rationalism or man's thinking. Такие люди верят, что всякое знание происходит и посредством рационализма, человеческого мышления. What's the view of ethics before I show it on the screen? Какой взгляд на этику, на мораль, прежде чем я показал это на экране? Как вы думаете? Unbelieving view of ethics.
Какой взгляд неверующего человека на этику? Ну, похоть с ним. Lust, Ну, their lusts. тоже свое понимание. They have their own understanding конкретнее. Yeah, what is that understanding? Какое это понимание? Ну, типа, как хочешь... Are there absolutes in the unbelieving worldview? Нет, Act, do with others what you want they to do with you. Yeah. Relate to others the way Yeah. you want them to relate to you. Бумеранг, еще бумеранг есть такое. Вот Principle оно возвращается. boomerang. Is everything you will do will come back. Okay, that's probably a good summary. I like to call it relativism. Ну, я бы назвал это релятивизмом. In other words, morality really doesn't exist. Whatever is good for you might not be good for me. Иными словами, морали как таковой не существует. То, что хорошо для тебя, может быть не быть хорошим для меня, не подходить мне. There are no absolutes. Нету абсолютов. The absolutes don't exist. Абсолютов не существует. Everything is relative. И все относительно. Some things are right if they're right for you, but they may not be right for me. Ну, нечто является хорошим, если оно хорошо для тебя, но для меня оно может не быть That's таким. relativism. Это релятивизм. And we summarized already what the view of mankind is. И мы суммировали уже то, как в целом смотрит на человечество. Man's basic goodness Человек в целом хорош. and the evil in man is a result of his environment. А все плохое, что есть в человеке, это результат окружения, воспитания. This is the unbelieving worldview. Это взгляд неверующего человека на мир. And in terms of the destiny, it'll vary. It И varies. в вопросе конечной участи человека, то тут уже мнения расходятся, варьируются. For example, the atheistic worldview is that once you die, that's it. Например, атеисты верят в то, что если вы умерли, то на этом все закончилось. There's no life after death. Once you die, everything's finished. Нету жизни после смерти. Если вы умерли, то это финиш. And in the spiritual, unbelieving worldview, everybody goes to heaven. Но в духовном мировоззрении неверующего человека все в итоге попадают на небеса. So it varies. То есть поэтому есть различия. Еще реинкарнация. Also reincarnation. Reincarnation, yes, absolutely. And finally, in our worldviews, and this is where we'll take a break, Ну вот и последнее, что мы рассмотрим касательно мировоззрения, это библейское let's мировоззрение. contrast this unbelieving worldview with the biblical worldview. И давайте противопоставим библейское мировоззрение мировоззрению неверующих. And obviously, when we speak of God, we speak of the God of the Bible. И очевидно, что когда мы говорим о Боге, то мы говорим о Боге Библии. And we could talk a lot about who the God of the Bible is. И мы много можем говорить о том, кем является Бог Библии. Some major elements. He is personal. He's a person, described as a person. Основной элемент это то, что это личностный Бог, Он описан как личность. He's the creator of all things. Он творец всех вещей, всего существующего. And it's only the biblical view that believes that he's Trinitarian or he's a Trinity. Это эксклюзивный библейский взгляд на Бога, что Бог триедин. All the unbelieving worldviews deny the Trinity. Все неверующие, все взгляды на мир неверующих людей отрицают Троицу. So we believe in the God of the Bible. И поэтому мы верим в Бога Библии. In terms of ultimate reality, we believe that not only is there a material realm, but we believe in a spiritual realm. В терминах конечной реальности мы верим не только в материальную, физическую сферу, но мы верим и в духовную сферу, духовную реальность. And in terms of knowledge, we believe that God has revealed himself, that there's revelation. В вопросе знания мы верим, что Бог открыл себя, мы верим в откровение. And in fact, revelation is far more important than rationalism or the thinking of man. И на самом деле в библейском мировоззрении откровение куда более важно, чем рационализм, чем And человеческое the мышление. thinking of man must align itself with revelation. И человеческое мышление, оно должно, скажем так, приводиться в соответствие с данным откровением. What's our contrast with ethics?
чем контраст в плане этики, в плане морали? Абсолютный стандарт. Not relativism, but Если Абсолютный стандарт. не Very релятивизм, good. but there are absolute standards. absolutely. Very good. So in ethics, we believe in absolutes. В Very good. этике мы верим в абсолюты. There is a right, there is a wrong. Есть плохо, есть хорошо. There are standards that God has set forth in His revelation Есть стандарты, которые Бог установил через свое откровение. and denies relativism. И таким образом релятивизм отрицается. What about the biblical view of man? Is he basically good? Каков же библейский взгляд на человека? Является ли человек в целом хорошим? There's two things that the Bible teaches about man. Есть две вещи, которые Библия учит о человеке. Испорченный. He's depraved. That's the second thing. Yes. Это второе. What's the first thing? Ну, сотворенный по образу. It's very important. He's created by God. And not only by God, but Имидж. in the image of God. Very good, very good. Не только So- Богом, но и по образу So Божьему. we believe in basically that the original creation is different than what we have now. И мы верим в целом в то, что изначальное сотворение отличается от того, что у нас есть сейчас. Man is created in the image of God. Человек сотворен по образу Божию. The unbelieving worldview denies that. И неверующий мир это отрицает. And we believe that there was a fall or evil entered in, И мы также верим в то, что было падение, и зло вошло в мир. and we are fallen creatures И today. то, что мы сейчас являемся падшими творениями. That's different from the secular worldview. И это отличается от светского мировоззрения. And the last one is pretty easy. We believe in terms of a destiny, we believe there's a heaven and there's a hell. Ну и последний момент касательно конечной участи. Мы верим в то, что конечной участью могут быть или небеса, или ад. So we've looked at biblical foundation, the biblical foundation introduction. И так мы взглянули на библейское основание, это наше вступление. I've given you the approach that we'll take in the course. И я дал вам подход, который мы будем использовать в нашем курсе. We looked briefly at a biblical basis for treating major events. Кратко взглянули на библейские основания для того, чтобы мы через их призму рассматривали разные события. And our emphasis of the last hour has been worldviews and their importance. Наш акцент на последнем часу был на мировоззрениях, на их важности. And we contrasted the unbelieving worldview with the biblical И worldview. мы противопоставили библейское мировоззрение мировоззрению неверующего человека. After lunch, we'll come back and talk about what is our source of authority. И после обеда мы вернемся и поговорим о том, что является источником авторитета для нас. And again, we'll do some contrasting with what the world sees as their authority and what we will see as our authority. И мы проведем некоторые противопоставления с того, что мир видит в качестве авторитета и что мы видим в качестве авторитета. Take a break. Сделайте перерыв.